Югус SK4 Pro, а это Югус SK4. Как же вы ждете от меня вот этого обзора Югус SK4 Pro и думаете, что там нечто огромно новое? Нет. На самом деле, даже если посмотреть, я вам сейчас покажу сзади вот эти вот лейбы, то увидите всего лишь надпись DTS-X и все. Это, конечно, не совсем все, то есть здесь те же самые пульты, и это абсолютно две одинаковых приставки. Кроме некоторых моментов, о каких мы сейчас поговорим. Стоит ли она того, чтобы ее брать? Да, стоит. Обновлять SK4 на SK4 Pro не стоит. А вот если вы первую рассматриваете в этом ценовом сегменте, то да, действительно это хорошо. Ссылки в описании под видео, а давайте с вами пообщаемся. Ну, кстати, еще подпишитесь, пожалуйста, нажмите колокольчик. Мы на сайте AliExpress. $131 стоит SK4, 143 сейчас стоит SK4 Pro. Оба поддерживают Dolby Vision, Dolby Atmos. Но в SK4 стоит iMlogic S905 X5MJ, а здесь стоит iMlogic S905 X5MK. Это максимальная комплектация этого процессора. Я сразу убираю манипуляции. Он не мощнее физически. Он не может быть мощнее физически. У них абсолютно одинаковая память. DDR4 4 гигабайта. И все тот же самый eMMC на 64 гигабайта хранилища. У них поддержка абсолютно одинаковых кодеков, кроме одного. И AISR тоже, вот эта фишка искусственного интеллекта, тоже абсолютно одинаково работает. Как и модули Wi-Fi, как и все, в принципе одинаково. Никаких преимуществ не дает. Но давайте мы сейчас перейдем и с вами увидим две разницы, о которых идет речь. Давайте, вы поняли, где ссылки, подписались, нажали колокольчик, переходим на TV-бокс. Вот это вот Югус SK4 Pro. Ну, если вы думаете найти тут какую-то разницу в интерфейсе, в функциях, тоже их не будет. Я, кстати, вам оригинальный обзор на SK4 закинул в описании под видео. Разница будет именно, вообще фактически не будет никакой разницы в самом обзоре. Смотрите, открываю. Это у нас Югус SK4, 4 на 64, процессор у нас Cortex A55, 4 ядра по 2,5 ГГц, 6-нанометровый. А теперь у нас появляется вот такая вот интересная картинка. Та-дам! Это Югус SK4 простой. Давайте я могу его двигать по экрану. Тут, в принципе, ничего такого для нас интересного нет. Открываем AIDU 64. Давайте откроем все тот же самый процессор и посмотрим по ядрам. Что мы увидим? Все те же самые ядра, 2508. 64 32-битная система на 64 разряда, у нас общая ARM архитектура. И все те же самые абсолютно ядра и те же самые 6 нанометров. То есть это абсолютно одинаковые у нас приставки. Дисплей. Дисплей все тот же будет G310, что там, абсолютно одинаковые. У них даже сеть будет с одинаковым коннектом. Давайте сдвину. У них даже сеть будет с одинаковым коннектом в 1200 мегабит. И вы спросите, Бабл, где нафиг разница? Давайте, я вам показываю. Кодек инфо там. И кодек инфо там. Сейчас я так сдвину. Вот так вот будет видно. На Югус SK4 у нас L3. Вот я вам сейчас покажу, даже мышкой подсвечу. L3. Это DRM L3. А на Югус SK4 Pro L1. L3, L1. Вот, пожалуйста. Это вся разница. Да, есть еще один момент. Давайте я выключаю сразу Югус SK4. SK4 Pro оставляем. Раздел аудио. И мы здесь, в принципе, видим те же самые молоточки. Молоточки означают, что здесь у нас есть аппаратная поддержка. Но у нас есть и аппаратная поддержка здесь DTS-X. А у простого Югуса SK4 поддержки аппаратной DTS-X нет. В каких вариантах это использовать? Честно говоря, сам черт ногу сломит. Не знаю. Но сам факт остается фактом. Никакой больше разницы ни в работе ТВ-боксов, ни в быстродействии, ни в чем нет. Мой вердикт: классный ТВ-бокс. Улучшение
на улучшение прям, оно классное. DRM L1 фактически дает нам возможность, кроме Netflix, просматривать все абсолютно стриминговые сервисы без проблем. На Netflix просто там своя заморочка, своя отдельная у них лицензия. Поэтому те, кто хочет смотреть, допустим, стриминговые сервисы дополнительно в полном качестве, это, конечно же, Югус SK4 Pro. Те, кто больше там флибустьеры, то это SK4 чистый. Ни в Dolby Vision, ни в Dolby Audio, ни в каких-то аспектах быстродействия разницы нет. Идем смотрим оригинальный обзор на SK4 для того, чтобы понимать, что это за ТВ-бокс. Вы понимали, что это один и тот же ТВ-бокс, разницу вы уже увидели. Все, я с вами прощаюсь. Смотрите дальше, те, кто не видел SK4.